Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Я вам всем очень-очень рада. Как вы знаете, 21 июня у нас наступит летнее солнцестояние. Это один из самых мощных, энергетически сильных дней в году. И даже наши предки использовали силу Солнца и вселенских энергий с целью изменить свою судьбу, совершить переход, выйти на новый уровень. И считается, что вот сам день летнего солнцестояния, он обладает совершенно особой магией и энергетикой. Этот день представляет собой проявление мощи, жизнедающей силы нашего Солнца. Поэтому мы этим и воспользуемся. А для начала я вам хочу предложить написать тему. Она может звучать следующим образом. Формулируйте ее сами, формулируйте ее как желание. Но учитывая, что я вам приготовила сюрприз, отчасти мы будем рисовать все сектора карты желаний сегодня, поэтому тема ваша должна обобщать все ваши какие-то глобальные желания во всех сферах. Например, я счастлив, если вы мужчина, я счастлива, если вы женщина. Я счастлив и наслаждаюсь исполнением, воплощением, реализацией своих желаний. Затем вы заводите таймер на 2 минуты и пишите первое, что приходит в голову. Тут внимание. Значит, вы можете написать просто слова, да, за 2 минуты, потом посчитать их. Или же вы можете, как вот мы пишем желание в 108 желаний, написать прям полноценные фразы, да. Это будет тоже очень круто, вы разогреете свои нейроны, а если вы пишете фразы, считать потом все равно слова. Но сами фразы, они у вас, есть такое понятие драйвер, они у вас будут драйверами. Вот. Что дает это упражнение? За 2 минуты вы разогреете свои нейроны. Я думаю, вы и так большие молодцы и разогреваете себя очень хорошо. В новолуние 108 желаний, чего только стоит написать каждый день дневник самопрограммирования, 10 целей, а еще ключ. Все видео есть на канале. Итак, после того, как вы все написали, мы начинаем рисовать. Смотрите, у меня в руках карандаш. Мне очень хочется, чтобы получилось красиво. Вы можете тоже взять карандаш, а затем все обведем маркером. Поэтому оно не должно быть сильно ярко. Нарисуйте солнце, нарисуйте это небесное светило. Каким оно у вас будет, решать только вам. И поставьте точку в центре. День летнего солнцестояния – идеальный день для того, чтобы вносить изменения в карту желаний, для того, чтобы закладывать намерения, для того, чтобы загадывать желания, исполнять свои желания, да, то есть, потому что считается, что в день летнего солнцестояния загаданные желания, даже те, которые кажутся нереальными, невозможными, они обречены на то, чтобы воплотиться в жизнь. Кстати, видео про летнее солнцестояние уже есть на канале. Переходите, смотрите, там огромное количество ритуалов, которые нужно успеть сделать в этот день. И смотрите, вот мы поставили точку в центре, и мы теперь начинаем разделять на части наше солнышко. Солнце – это же энергия, вы это все помните. И первый кусочек, как мы его разделим, вот такой вот треугольничек, это наше здоровье, наша гармония. Здесь может быть заветное желание. Знаете, вы можете просто циферками поставить, да, чтобы немного писать. Второй треугольничек, что у нас будет? Это изобилие, богатство, драгоценности, предметы роскоши. Третий треугольничек у нас слава, признание в обществе, достижения. Четвертый треугольничек у нас символизирует любовь, отношения, брак. Пятый у нас символизирует семья, отношения с родственниками. Шестой у нас дети.
Дети, которых вы желаете, но у вас пока нет. Если же у вас есть детки, и вы увеличивать их количество не собираетесь, тогда мы здесь говорим о творчестве, потому что любой проект, это наш творческий проект, это наше детище. Соответственно, 7 у нас знание, мудрость, обучение, самореализация. 8 у нас карьера. Так, 9, вот давайте я вот так вот уменьшу чуть-чуть. Вот так. Ничего страшного. Бывает. И здесь у нас будет, соответственно, путешествия и помощники. И вот у нас появились вот такие треугольнички. Пока это просто рисунок, пока вы не провели нейрографические линии, это просто кружочек с треугольничками. А вот самая магия начнется сейчас, когда мы с вами начнем проводить нейрографические линии. Так вот я нашу единичку сделаю. Вот, так вот видите, как-то все равно у меня получилось не очень ровно. Ну, значит, так оно и должно быть. Ну что, поехали, беру маркер. Итак, здоровье. Здоровье, гармония и ваше заветное желание. Выделяем именно треугольник. Почувствуйте, насколько, давайте так, чтобы вам было понятней, представляете сейчас образ, представляете сейчас свое физическое тело. И ощущаете каждой клеточкой, как здоров каждый ваш орган. И начинаете вести нейрографическую линию, соединяя ее с социумом. Можете сразу округлять пересечения, но углы у треугольников должны остаться острыми. Это энергия, которая как раз-таки и исполнит ваши желания. И начинаете представлять, как каждый ваш орган здоров. Все, что вы думаете о своем здоровье, о своем теле, что вам важно, что вам нужно, представляете, ощущаете. Более того, свое физическое тело, дальше вы идете и таким вот внутренним взглядом окидываете ваш вес, ваше состояние кожи, ваша гибкость. Проговариваете все, можно мысленно, можно вслух, как вам удобно. Главное, прочувствуйте ваше здоровье каждой клеточкой. И ваше здесь заветное желание. Подумайте, про что оно вам, о чем оно вам. Нейрографические линии, они мягкие, они бионичные, они похожи на линии природы. Мне нравится сразу округлять. Самое главное, когда вы думаете о своем желании, как о уже реализовавшемся, попробуйте прочувствовать всю глубину счастья, радости и благодарности, когда вот оно воплотится в реальность. Ваше заветное желание. Оно может быть одно. Оно может быть. Их может быть несколько, да. Но здесь, чтобы было всем понятнее, я рисую и представляю одно. Можете прям как-то это подписать себе, если хотите. Дальше поехали. Второй наш треугольник. Это наше богатство, изобилие, драгоценности. Вот здесь вот, да, представляем количество наличных денег, количество движимого и недвижимого имущества. Это может быть
Может быть, вы украшения любите, кто-то, может быть, как я, любит а, слитки золота собирать. И вот чисто на интуитивном уровне, смотрите, здоровье, оно самое главное. Без здоровья вам ничего в этом мире будет не нужно, поэтому здоровье мы всегда загадываем как желание. Вы спрашивали, что я пишу. а, от- как- Когда пишу желание, когда пишу там тот же дневник самопрограммирования, каждый день у меня первым пунктом всегда стоит «Благодарю тебя, Вселенная, за все, что у меня есть», а вторым пунктом у меня стоит «Я счастлива, что я и моя семья здоровы». И здесь нет никакой, нет никакой неэкологичности, потому что я это прошу для себя. Я, ну, во-первых, конечно, дети очень хотят быть здоровыми, да, во-вторых, я знаю, что мое желание о том, что члены моей семьи здоровы, оно совпадает с их желаниями. И я же для себя прошу. Я желаю увеличить количество слитков золота, может быть. Может быть, вы желаете какие-то украшения, может быть, вы об автомобиле мечтаете. Может быть, вам нужна дача. Может быть, вы желаете новую квартиру купить, и у вас там вдруг не хватает денежных средств, вы боитесь, ничего не бойтесь. Главное, почувствуйте сейчас обладание этой самой квартирой. Округляйте все с любовью. Ну, если где-то что-то не округлили, поверьте мне, ничего страшного не случится. Это не особо. Дальше, третий пункт, поехали. Слава. Слава, признание в обществе, достижения. Подумайте, какой славы вы хотите? Кстати, недавно же проводила опрос и спрашивала, а вы сказали, что не очень-то и нужна вот тоже мировая слава. Мировая слава мне тоже не нужна. Чего я желаю? Я желаю, чтобы YouTube-канал мой развивался. Мне очень хочется, потому что когда вы мне пишете комментарий, что вы сделали то-то, и ваша жизнь стала лучше, вы сделали это, и ваше желание исполнилось, я отчасти считаю, что это и мое достижение. И я хочу быть причиной вашей счастливой жизни. И я желаю, чтобы видео набирали миллионы просмотров. Подумайте, какой славы хотите вы, какого признания в обществе. Может быть, вы пишете какую-то научную работу. То есть подумайте и прочувствуйте каждой клеточкой, как вы хотите, чтобы вот это вот признание выражалось в вашей жизни. Дальше, четвертый пункт – любовь. Что-то выражение сейчас вспомнилось. Люди не умирают от любви, они умирают от одиночества. Едва ли тут встретится в этом мире человек, которому не нужна любовь, отношения, любовь, да. Любовь. Любовь к миру, она начинается с себя в первую очередь. Я очень люблю себя. А еще я люблю своего партнера. И идея в том, чтобы все это было взаимным, чтобы любовь
подарила вам счастье и радость. Потому что если вы не счастливы в своих отношениях, смею вас заверить, там любви нет. Подумайте здесь, прочувствуйте, какие взаимоотношения есть между вами и вашим партнером. Можно прям те люди, у кого нет партнера, можете прям сесть, прямо сейчас взять листик и прописать хорошие качества в вашем партнере. И учитывая, что мы люди, мы все не идеальны, вы должны также прописать те, те качества партнера, которые вам не нравятся, но вы готовы с ними мириться. Это тоже очень крутое приложение. Те, кто состоят в отношениях, в счастливых и все прекрасно, здесь прочувствуйте, и очень важно поблагодарить за все, что у вас есть. Я счастлива в своих отношениях. Я счастлив, счастлива, я благодарен партнеру за абсолютное взаимопонимание, за то, что мы живем душа в душу. Вы можете, когда благодарите партнера, даже писать то, что он не делает, да, ваш партнер, но вам бы очень хотелось. Я благодарен партнеру за то, что он там, не знаю, цветы мне дарит раз в неделю. Я благодарен партнеру за то, что он спешит с работы домой, да, и вы не поверите, насколько быстро все, за что вы поблагодарите, станет реальностью. То есть все ваши желания относительно любви мы прорабатываем здесь. Пятый наш треугольничек – это наша семья, здоровье, отношения с родственниками. Опять же, что мы здесь желаем? Я желаю, чтобы я счастлива, что члены моей семьи здоровы. Я счастлива, что у меня прекрасные отношения со всеми членами нашей семьи. Здесь можете прописать, опять же, благодарность, да, если хотите. Может быть, кто-то хочет улучшить отношения там с родителями жены, мужа, да, то есть здесь, опять же, прописывайте, что у меня прекрасные отношения со всеми членами семьи, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Я благодарю за эти счастливые, прекрасные отношения. В своей голове вы все это сейчас представляете. И чувствуете, наблюдайте за саморефлексией, как вы себя ощущаете, когда желание ваше реализуется. Следующим пунктом, если хочется добавить линии, добавляйте. Можете пучками рисовать. Пучки такие в нейрографике есть. Видео очень красивое, посмотрите. Образуют очень прочные связи. Так, поехали. Шестой наш треугольничек. Шестой наш треугольничек. Дети, если хотите, ваше творчество, ваши хобби. Сейчас я желаю, чтобы вы представили, каждой клеточкой представили свое хобби, свое творчество и как вы это все монетизируете. Какое количество денег вам это приносит? Может быть, вам это приносит
огромное удовольствие. Может быть, вам это приносит все колоссальные суммы. Представьте, если нету ничего, подумайте вот здесь прямо сейчас, ловите на мысли, что, какое действие ваше творческое, вот ваше хобби для души доставляет вам удовольствие. И загадайте желание о том, что вы желаете это монетизировать. Как только вы это пожелаете, у вас это сразу исполнится. Подумайте, в каком размере это монетизируется. Подумайте, кто ваша целевая аудитория, прям прочувствуйте все. А может быть, вы желаете здесь, опять же, что-то новое вы, может быть, придумаете, то, что до вас никто не делал. Все, что приходит в голову, чувствуйте, думайте, обращайте внимание. И здесь оно опять же перекликается с седьмым нашим треугольником. Может быть, вы желаете чему-то обучиться, тому, о чем давно мечтали. Представьте, как вы идете на эти курсы. Здесь у нас знания, мудрость, самореализация. Вот, опять же, видите, как оно все перекликается. Самореализация. Где вы себя видите в этом мире? Может быть, вы сами передаете знания, передаете свою мудрость другим людям. Может быть, вы хотите на какие-то курсы повышения квалификации, условно говоря, вы там прекрасно владеете бадзи, например, тут пошли Таро обучаться, да, может быть, вы давно собирались сходить на какой-то выездной семинар, на какой-то офлайн, да, именно встреча с единомышленниками, чтобы как-то там знаниями обменяться, все что угодно, подумайте, да. Идете линии и представляете, каждой клеточкой все представляете, чувствуете. Восьмой наш треугольничек – это наша карьера, должность, профессия, открытие бизнеса. Подумайте, может быть, вы желаете карьеру сменить, а вдруг вы всегда мечтали, но постоянно чего-то боялись открыть ИП какой-нибудь, самозанятость, да, запустить свой какой-то онлайн-магазин, огромное количество ниш освободилось. Здесь сейчас могут прийти, когда вы говорите о своем собственном бизнесе, да, идеи, главное не забудьте их, да, как вы будете воплощать это в жизнь, как вы будете строить этот бизнес, может быть, у вас какие-то идеи по маркетингу появятся, по рекламе, что-то такое. Самое главное, я вам хочу сказать, если к вам приходит в голову идея, вы должны ее быстро воплощать, хотя бы что-то сделать, хотя бы, я не говорю, что надо без какого-то бизнес-плана идти ИП открывать, да, но вы должны загуглить все. Главное ничего не бояться, потому что когда мы боимся, все наши страхи, они реализовываются. А здесь ничего не надо бояться, потому что вы
обречены на успех. Так, и 9-й наш треугольничек – это путешествие. Путешествия и помощники. Может быть, вам нужны какие-то помощники. Знаете, бывает так, что человек очень хочет найти помощника, но не встречаются люди, там, которые обладают всеми необходимыми вам качествами. Но если вам помощники не нужны, мы говорим о путешествиях, тогда представляйте свои поездки по этому прекрасному миру. Представляете, как вы богаты, потому что без денег вы путешествовать вряд ли сможете. Ощущайте этот прохладный ветерок на коже. Почувствуйте восторг, как вы восхищаетесь архитектурой там нового прекрасного города, в который вы приехали, чтобы посмотреть, посетить. А с кем вы в путешествиях? Это тоже очень важный момент. Прочувствуйте. Может быть, вы наслаждаетесь, глядя, как впервые в жизни ваш ребенок видит океан, или как вы идете за ручку со своим любимым человеком. Вы можете рисовать каждый треугольничек столько, сколько вам будет нужно. И вот сейчас посмотрите, подышите, посмотрите на свое солнышко, на свою снежинку, не знаю, на свою карту желаний, как хотите, можете назвать. И подумайте, где что-то невероятное, где какой-то ресурс. Тут вот явно, видите, очень хочется его дорисовать, только я не пойму. Вот так, наверное. Ну, значит, он сейчас, я его буду нейрографировать, этот круг и вибрировать. Смотрю, какие участки занимает. 1, 2 и чуть-чуть на 3 залазит. Здоровье, изобилие, богатство, слава. Подумайте, про что он вам. Что это такое к вам пришло сейчас? Подумайте. Дышите, не спешите, у вас наблюдайте за своими ощущениями, у вас может быть и восторг, и могут быть слезы от того, что вы не верите, что все возможно. Подумайте, может быть, где-то линии пока добавляете. Прочувствуйте, про что это. Может быть, какая-то идея. Самое главное, наблюдайте, потому что идеи, они всегда приходят. И вам кажется, ну еще, если что, вернусь попозже, а все, момент упущен. Поэтому здесь надо, очень важно сразу все принимать, сразу думать. Где еще? Есть у вас что-то такое? Обычно, как правило, ресурсы какие-то появляются, когда огромное количество пересечений. Вот даже честно не вижу, хотя нет, вот видите, вот он кружочек. Вот эти вот 2 круга, которые вылезли у меня, у вас их может быть больше, у вас их может быть меньше, но хотя бы один обязательно постарайтесь найти. И для того, чтобы, ну, кто смотрел видео про карту желаний, знает, обязательно сделайте, если не делали, да, никогда, если у вас ее нет, она работает всегда восхитительно. Видео есть на канале, в плейлисте исполнение желаний. Так вот, мои дорогие,
Что я хочу сказать? Для того, чтобы активировать все вот наши желания, которые мы сегодня с вами загадали, есть несколько моментов. Так, тут у нас прям пересечение. Хорошо, тут у нас 7 знания, мудрость, самореализация, 8 карьера, открытие бизнеса, увеличение заработка и путешествия. Я, пожалуй, остановлюсь. Я не хочу больше, я могу тут нарисовать, но не хочу, специально, намеренно не буду. Единственное, вот тут вот видите, как-то пусто, поэтому проведу линию. Если вам кажется, что на листе пустовато, моментами, да, можете добавить линии, но сильно не перегружайте. Так, я, пожалуй, закончила. Что я вам хочу сказать? А вам я хочу сказать, мои дорогие, следующее. Мы сейчас берем цвета и начинаем архетипирование, разукрашивание и наблюдаем за своими эмоциями. Итак, первый треугольник у нас был, это обычно желтый цвет, здоровье и наше заветное желание. И начинаем закрашивать, проходите по черным линиям. Обязательно проходите по ним, не бойтесь, да. Да, у нас тут есть зелененький, ну что поделать. Следующий следующий треугольничек у нас был зеленым, но он такой светло-зеленый, лиловый. Это наше богатство. Это наше богатство, и когда мы говорим о богатстве, вот, кстати, так удивительно, да, богатство, для меня деньги зеленые, да, богатство для меня все-таки желтые, и то, о чем я всегда говорю, здоровье – это наше богатство, да, без здоровья нам вряд ли что-то будет нужно. Представляете сейчас эти шелестящие купюры. Ну, тут явно деньги, да, тут без денег никуда. О, кстати, сейчас пришло, может быть, мне мой должничочек деньги вернет. Хотя удивительно, никогда не даю деньги ни в долг, ну, как бы не даю. А тут так получилось, что мне человек должен денег. Не хочет возвращать, наверное. Может быть, тоже деньги придут. А может быть, еще что-то. Может быть, какой-то другой проект. Может быть, откуда-то из другого места. Так, красным цветом у нас будет третий наш треугольничек. Это слава, признание в обществе и наши достижения. Где-то помягче можно на карандашик нажать, где-то посильнее. Затем мы с вами берем коричневый цвет, любовь, отношения, брак. Для меня,
Первый раз, если честно, что коричневый цвет. И первая мысль, которая пришла в голову, ассоциация с коричневым цветом — шоколад. Может быть, потому что у меня сейчас аскеза, и я не ем сладкое, особенно я не ем шоколад. На самом деле, мне вчера было очень трудно. Кто знает, у нас вчера была годовщина, и я в этот день даже не съела сладкого. Это невероятно, да? Посмотрите, вот сразу ассоциируется, как я брак-то на долгие годы и любовь вперед увожу. Значит, затем у нас наш пятый треугольничек, темно-зеленый цвет, семья, здоровье, отношения с родственниками. Одна из моих любимых частей. Я счастлива, что члены моей семьи здоровы, у меня прекраснейшие отношения со всеми членами семьи. Может быть, вы что-то здесь желаете для своих близких. Мне очень важно, чтобы моя семья, все члены моей семьи чувствовали себя счастливыми, да? Так, затем у нас белый цвет. Можно взять какой-то такой вот, чтобы цвет все-таки был, я возьму такой вот, видите, какой-то едва розовый. Можно серебристый взять, а вообще по-хорошему тут белый должен быть. Это наши дети, наше творчество. Можно сказать, такая наше дело, да, то, что нам удовольствие доставляет, то, что наполняет нас энергией. Ну, у меня, кстати, не творчество меня наполняет энергией, меня очень сильно наполняет энергией каждое утро мои ABC exercise. Это я иногда смотрю, я вот, ну, чтобы вы понимали, я не люблю бегать, я не понимаю людей, которые бегают, и восхищаюсь ими в хорошем смысле, да, разумеется, не понимаю. И мы недавно разговаривали с мужем, я говорю, представляешь, он говорит, а представляешь, что тебе каждый, тоже кто-то думает, это что надо, кем надо быть, чтобы вылезти из постели там в 5 утра, пока все спят, и пойти там пресс качать. Итак, мои дорогие, теперь мы берем светло-коричневый цвет. Светло-коричневого у меня нет, у меня есть опять такой же, но чуть посветлее нажмем. Наша самореализация, наша мудрость, наши знания. Я очень-очень легко его возьму, но очень не получилось. Так. Затем у нас идет наша карьера синего цвета. И заметили, я все делаю из центра, чтобы оно было как бы расширялось. И заключительный наш треугольничек, он у нас будет серого цвета, это наше путешествие. Серый все-таки ассоциируется лично у меня с платиной. Ну, как бы серебристый, да, цвет. Ну, как он тут такой появится? И вот обратите внимание, у меня здесь ресурс и здесь ресурс. Постарайтесь сделать так, чтобы один из этих кружочков, по-моему, я начала говорить и не договорила, чтобы один из этих кружочков хотя бы стал тем, что вы можете сейчас исполнить. То есть вот, как я тут сказала, может быть, мне мой должник деньги вернет, да? Может быть, вы очень хотите в кино в какое-нибудь сходить, да? И
это поможет активировать. Вы должны сразу пойти, да, туда и сходить. Это поможет активировать ваши остальные желания, чтобы они тоже быстрее сработали. Да, мне кажется, должник точно денег вернет. И вот тут вот мне хочется тоже вот этим же цветом взять. Так, я закончила линии поля и фигуры фиксации. Ставим ладошку, закрываем глаза и чувствуем. Смотрите, здесь фигура фиксации может быть как каждая ячейка, так и полностью, вот, я даже не знаю, сколько тут углов, да, так и какие-то ресурсы, даже ну, и линии поля. Когда мы рисуем с вами линии поля, мы говорим, условно говоря, дорогая Вселенная, я вот сделал все, что от меня зависит. Теперь дело за тобой. Помоги, пожалуйста. И она вам помогает. Округляйте все пересечения. Это, можно сказать, линии волшебства, линии легкости, вот какой-то незаметной поддержки высших сил. Две, три, пять линий, я думаю, будет достаточно. Линия легкости, можете их каждую назвать. Линия легкости, линия денег, линия счастья. Потому что очень часто бывает так, что человек загадывает желание, идет к нему, стремится, мечтает о нем. Оно исполняется, а счастье-то ожидаемое с этим желанием не пришло, поэтому очень важно, чтобы во всем было вот это вот самое ощущение счастья. И мне уже пришла, сейчас проверю фигуру фиксации. У меня это треугольник, который гласит о том, что меня ждет увеличение заработка. Прям пожирнее его так выделите. Знаете, даже чтобы его выделить, его можно... Сейчас уже заканчиваем. И вы можете, чтобы выделить, если у вас какая-то конкретный треугольничек, как конкретный сектор выпал, вы можете его красным выделить. Вот именно на данный момент, про что я себя спрашиваю, про что мне именно этот треугольник? А он мне про то, что меня ждет солнцестояние, вот этот ближайший период увеличения дохода. Ну что, мои хорошие, я вас всех благодарю. Обязательно переходите, смотрите видео про летнее солнцестояние, когда можно рисовать. Конечно же, когда мы рисуем нейрографику, мы работаем со своим подсознанием, рисовать можно когда угодно.
Здесь я говорю, что летнее солнцестояние, потому что это энергетически сильный день, и к этому прекрасному дню мы вот решили нарисовать такую, можно сказать, карту желаний, наше исполнение желаний. Я вас всех обнимаю, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Сердечки очень жду в комментариях. Ну а те, кто хочет поблагодарить меня за классный контент, все реквизиты есть в описании. Я вас обнимаю. Денежного вам яркого солнцестояния.